Смарт-часы, которые внешне являются практически копией Apple Watch. Они имеют отличные материалы, приятный дизайн, два ремешка, один из которых магнитный. Ко всему, данная модель может перманентно измерять пульс, SPO2 и даже уровень стресса. Но помним, что все, в принципе, квадратные часы похожи на Apple Watch, даже Amazfit. Мониторинг сна также на борту, как и защита от воды класса IP68 и пыли, разумеется. Возможность разговаривать через смарт-часы, так как они имеют встроенный динамик и микрофон. Ко всему, завезли еще удобный голосовой ассистент и более 100 видов тренировок. Обо всем этом, разумеется, нам заявляет сам производитель, как всегда, часам под названием Imilab W02 Smartwatch. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я, как всегда, вам расскажу сейчас. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, кстати, и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Распакуем. Поставляется данная модель в обыкновенной упаковке, на которой есть изображение самого устройства, краткие характеристики и основные фишки. Пакинг не самый лучший, но устройство пришло целым, это самое важное. В комплекте мы имеем смарт-часы с магнитным ремешком, устройство для зарядки и дополнительный ремешок, который выглядит точно так же, как у яблока. Размеры 40 на 50 на 13,4 мм, ремешок стандартный шириной 22 мм, весит смарт-часы со стоковым ремешком 55 граммов. За данную стоимость комплект довольно хорош. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео, условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты, разумеется, в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляется Imilab W02 в 3 вариантах расцветки корпуса. Это черное, серое и розовое золото. Цвет ремешков также разный, дизайн отличный, копия Apple Watch. Ремешки быстросъемные, тактильно приятные, что магнитный, что силиконовый. Непривычно уже, правда, в китайских каких-то штуковинах видеть нормальные ремешки. На мужской руке смотрится отлично, в целом, как и на женской. Корпус смарт-часов выполнен из нержавеющей стали, а тыльная часть из глянцевого пластика. Сборка неплохая. Я бы даже сказал хорошая. Приноски W02 практически не ощущаются, спать в них довольно комфортно. Научились делать. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки. Да, к сожалению, зарядное устройство не без пинов, но и неудивительно. Далее есть датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон, что круто. Смарт-часы могут измерять пульс, кислород в крови, мониторить сон, как и уровень стресса. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают, что уже радует. Пульс измеряется перманентно и в ручном режиме. SPO2 работает в авторежиме с периодичностью в 10 минут и больше, а также в ручном режиме, к слову, как и мониторинг уровня стресса. На руке измерения в целом неплохие, погрешность есть, но небольшая. Сон мониторят отлично, как и все фазы сна. По мониторингу здоровья вопросов нет, так как для бюджетных смарт-часов они показали себя хорошо. Также на корпусе есть физическая кнопка для перехода к тренировкам. Повесить любое другое действие на эту кнопку нельзя, что является, разумеется, фейлом. Также есть кнопка колесика, которая отвечает за включение-выключение экрана и возврат, а также прокручиванием, которое не сопровождается, правда, вибрацией. Это вам не Digital Crown, а издают звук трещотки. Можно менять watch face или прокручивать страницы меню и все подобное. Повесить другие действия возможности, разумеется, нет. Кнопка колесика в целом неплохое, но я бы не сказал, что это удобно. С фронтальной части находится TFT-дисплей на 1,85 дюйма со скромным разрешением 240 на 280 пикселей, с 2,5D покрытием, с элеофобкой, разумеется. Соотношение экрана к корпусу 81%, рамки минимальные, за что плюс, а вот подбородок заметный, но тоже не особо бросается во внимание. Картинка не сказал бы, что четкая, цветопередача тускловата, скроллинг не особо плавный, ко всему перемещаться по интерфейсу неудобно. Интерфейс доступен на русском языке, перевод некорректный, так что имейте в виду, но опять же, может быть, когда вы, если вдруг решите приобретете, вполне возможно, перевод уже будет корректный. Автояркости на борту нет, как и у Always On дисплея, постоянно включенного экрана и тому подобное. Время до отключения экрана максимум всего 15 секунд, это очень неудобно. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо, но не быстро. Включить или выключить данную функцию можно в настройках в приложении. Режим не беспокоит на борту, устанавливать пароль на смарт-часы можно. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, где можно сразу же изменить вид меню. Снизу вверх уведомления, слева направо меню, а справа налево виджеты. Возможность изменить порядок меню и виджетов я не обнаружил. Меню большое, из интересного это тренировки, активность, функция SOS, телефон, с которой есть возможность набрать номер, включить-выключить данную функцию и посмотреть историю звонков или адресную книгу. Контакты, к слову, нужно добавить через приложение, и добавить можно до 100 контактов. Далее есть измерение пульса, SPO2, мониторинга сна, погода, музыкальный плеер, через который можно переключать треки, воспроизведенные на смартфоне. Но, к примеру, если слушать музыку на смартфоне через соцсеть ВКонтакте и включить уведомления от этого приложения, то каждый раз при переключении трека будет приходить уведомление на часы о названии песни, что максимально неудобно. Также нет возможности регулировать громкость. Загружать музыку или что-то другое на смарт-часы, разумеется, возможности нет. Далее есть сообщение, будильник, который можно завести прямо с часов. Это хорошо. Бесполезное измерение частоты
дыхания и давления, которым я бы точно не верил, дыхательные тренировки, мониторинг уровня стресса, игра пятнашки, чтобы убить время в очереди, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смартфоне. Отрабатывает, к слову, он хорошо. Секундомер и таймер. В фоновом режиме может работать только таймер. Далее есть фонарик и настройки. В настройках ничего необычного, функции по минимуму, но есть QR-код для скачивания приложения. Связь со смартфоном, с которым они в паре, держат стабильно. Уведомление об отключении W02 на смартфон мне не приходило. Подключить нагрудный датчик нельзя, как и Bluetooth наушники. Тренировок на борту более 100 видов, но отслеживания плаваний нет. Определения активности также нет, как и встроенной GPS-навигации. Пользоваться музыкальным плеером во время тренировки нельзя. При входящем звонке нам предоставили возможность сбрасывать вызовы и включать беззвучный режим. Разумеется, eSIM завести на смарт-часы нельзя. Вызовы совершаются по Bluetooth соединению, быстрые ответы на звонки есть. Ко всему можно добавить свои. Разговаривать через смарт-часы не совсем удобно, но можно. Звучание и динамика обыкновенная. Микрофон отрабатывает неплохо, так как кричать, чтобы меня услышал собеседник, мне лично не приходилось. Вибромоторчик топорный, не настраиваемый. Все как мы любим в дешевых часах. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. И это фейл, потому что, повторяюсь, тысячный раз, даже в браслетах можно. Ну, правда, в топовых, но стоят-то они плюс-минус те же деньги, даже дешевле обычно. Иконки отображаются, а вот смайлики нет и вряд ли будут. Длинные смс полностью, к сожалению, не отображаются, как и фото в смс. Емкость аккумулятора 280 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа. В активном сценарии использования на 100% яркости экрана, по моим тестам, они проживут не более 5 суток. Время автономной работы стандартное, что уже хорошо. Если они жили меньше 3 суток, это был бы другой разговор. Водонепроницаемость класса IP68, разумеется, я их окунул в воду, по итогу с ними все в порядке, функционал рабочий, я рад. Принимать душ, купаться вместе с ними можно, но ходить в сауну, баню, кидать их в соленую воду, разумеется, я бы не стал. От этого они точно не защищены. Приложение Glory Fit подключаются смарт-часы к нему быстро и без проблем. Обновления, к сожалению, мне не приходили, что не особо радует. В приложении есть 4 вкладки, такие как профиль, тренировка, здоровье, где отображается весь мониторинг здоровья. И последняя вкладка — это устройство. На стартовой странице к смарт-часам мы имеем заряд, но не в процентах, настройку Bluetooth вызовов, галерею с циферблатами, которых также достаточно. Ко всему можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть стандартные настройки, настройки мониторинга здоровья, включение функции отдых. В приложении также есть возможность удаленной фотосъемки, но только через само приложение. Минусы: нет NFC-модуля, нет отслеживания плавания, экран не порадовал, так как видны небольшие артефакты на определенных цветах. Нет GPS-навигации, нет возможности завести eSIM, также я не нашел трекер менструального цикла. Куда же он делся? Он заявлен был в рекламе. Нет регулировки громкости в плеере, кнопку колесика могли бы сделать и поудобнее, хотя по большому счету главное и есть. Нет АОДа, это плохо, нет автояркости, нет много полезных функций, но учитывая цену, многие минусы не столь значимы. Я и не ожидал, если честно, за этот прайс, что там будет что-то фантасмагоричное, фееричное. Цену можете посмотреть, разумеется, по ссылке в описании к видео. Если промокоды, обязательно загляните в мой телеграм-канал скидок, потому что, учитывая, что у нас сейчас идет сейл, и, скорее всего, во время него вы смотрите, да и, в принципе, они бывают часто, достаточно раз в месяц. Много чего интересного есть. Полистайте, вбейте в поиски свой любимый девайс, который вы хотели, и узнаете, какие цены были на прошлых распродажах, либо у каких-то интересных продавцов. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал Пользаграм, где мы добавляем фото и видео разных устройств. Там по хэштегу тоже можете все найти. Резюмирую, умные часы Milab W02 Smartwatch очень похожи, разумеется, на яблоко. Выглядят они хорошо, корпус из нержавеющей стали, 2 отличных ремешка, один из которых магнитный, разговаривать через них тоже можно. Уведомления приходят, и в целом все довольно хорошо. Разумеется, приятного интерфейса с анимацией и так далее за подобную стоимость не стоит в принципе ожидать. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды, приходите на стримы, пообщаемся. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.